Друзья, всем большой привет! И в этом видео хочу поделиться с вами опытом о пересылке заказов изделий из бумажной лозы. И уже более 3 лет для упаковки всех своих плетенок я использую один и тот же материал. Это вот стрейч-пленка. Муж мне ее покупает в строительном магазине, хватает ее очень надолго. Если вдруг вы решитесь ее тоже приобрести, моя рекомендация: обойдите несколько строительных магазинов, приценитесь, потому что цена может разниться в разных магазинах вплоть до 300 рублей. Для коробов, которые имеют выпуклые части, например, прямоугольные, квадратные и так далее, я подставляю дополнительные вот такие картонные уголки. Потому что мне, в общем, подогнал в прошлом году, не знаю, какую-то партию привез. Но они, к сожалению, у меня уже закончились. Не знаю, получится у него их раздобыть снова и их в магазине не купить. Он с какой-то базы их привез, где он покупает свои там всякие штучки по работе. Вот. Перед этим я обычный картон использовала. Вырезала какую-то полосу картона, да, ее пополам складывала, образовывала уголок и также использовала. Если изделие у меня круглое, там овальное, то тогда никакие картонки и уголки я не подставляю, просто использую стрейч-пленку. Если мы говорим о каких-то небольших изделиях, да, допустим, вазочках, там, ну, не знаю, маленьких коробочках, которые могут поместиться в коробки, предложенные на Почте России, они там разных размеров стандартных продаются, или вы обратились в транспортную компанию, пришли, также там эти коробки продаются пакеты специальные упаковочные фирменные, ну, либо Почта России там, или другой транспортной компании. Вы можете их приобрести, если они вам подходят по габаритам, все просто. Вы все это запаковываете и отправляете. Никаких проблем. А если у вас короб большой и нестандартных размеров, то здесь возникают всегда трудности, ну и страх большой. Мой опыт случился 4 года назад, как раз перед Пасхой поступил первый мой заказ за пределы города Воронежа. На тот момент я проживала в городе, и это было ближайшее Подмосковье. Заказ был большой, по-моему, 20 коробов для хранения с крышками. Они были не маленькие, там где-то 50 на 50 сантиметров ширина, глубина и высота чуть больше 30 сантиметров. Была, конечно же, большая радость, потому что, ну, блин, такой большой заказ. И это быстро все закончилось. Первая ошибка моя, так вот по ходу вам скажу, я сделала большую скидку. Конечно же, я обрадовалась, мало того, цену не очень выставила, не рассчитала правильно стоимость изделия, а уже назвала цену. И плюс еще скидка. В общем, там за копейки я трудилась почти целый год, в итоге с перерывами. Вот, но я человек принципиальный и просто уже работала, как работала. Набиралась опыта. Вот. Транспортировка. Я сразу сказала заказчице, что у меня нет опыта транспортировки моих коробов. Она говорит: я хотела бы, чтобы вы мне доставили с ДЭКом. Я знаю эту компанию. Я говорю: хорошо, все, нет проблем. Она так вкратце мне рассказала, что нужно сделать, позвонить там. В общем, можно зайти на сайт. Я так вроде глянула, все нормально. Сошлись с ней на том, что сразу 20 коробов мне хранить негде будет в квартире по мере выплетания, поэтому я буду отправлять ей их частями. Сплела 6 или 8 коробов. И чтобы не по отдельности их, в общем-то, как-то транспортировать, а 3 или 4 штуки вместе я их поставила друг на друга. И таким образом решила упаковать сразу 2 партии. 8, я повторюсь, это 8 или 6 коробов, уж точно не помню. И здесь такой первый момент. Если вы, допустим, 3 короба вместе упакуете, отправите, это будет одна цена. А если вы эти же 3 коробульки отправите по отдельности, то цена будет гораздо больше при отправке. Это нужно тоже понимать и учитывать. Есть свой плюс. Минус в том, что габариты при транспортировке у транспортной компании любой
они имеются. То есть, допустим, не больше метра в высоту, и там по ширине, по глубине габариты не должны превышать. У каждой транспортной компании свои, но примерно везде одинаковые. Все я упаковала, все хорошо, нашла много картона, конечно же. Первое, что пришло в голову, все обложить картоном. Запаковали встречи, использовали малярный скотч, все красиво, хорошо. Вынесли все к машине, чтобы перевести эти посылки, да, этот груз для сдачи в транспортную компанию в ближайшем офисе. И здесь столкнулись с такой проблемой. Мы не смогли запихнуть их просто с мужем в машину. То есть этот момент тоже присутствует, может возникнуть и с вами. Имейте это в виду, когда решите складывать эти карабульки, вдруг у вас такое же возникнет, да, вместе. Ну ладно, и с этим вопросом мы справились, довезли все до офиса транспортной компании СДЭК. И девушка-менеджер сразу начала предъявлять претензии, почему я их запаковала дома, распаковывайте их. У нас значит, такое условие, что вы все запаковываете, все посылки в офисе, прям у них на глазах. То есть там у них есть бесплатный скотч, по-моему, не помню, есть упаковка или какой, но ее можно купить там или они выдают, я уж точно не помню. Не буду вас обманывать. Не то, что скотч там точно бесплатный. Так вот. Я, конечно, в ужасе, потому что у меня на упаковку вообще этих коробов сил было потрачено 3 дня полных. То есть пока я искала этот картон, пока я все это выравнивала, подравнивала, все продумывала. Ну, это еще был первый опыт. Может быть, с другого раза я бы и побыстрее все это сделала. Но сама упаковка, она все равно занимает в любом случае время. То есть и опять расход материала ушел, моих сил, времени и так далее. Это, я считаю, тоже должно быть оплачено. И я здесь опять, скажу прямым русским языком, лоханулась. Не включила эту стоимость в заказ и отдельно не посчитала заказчица. То есть потом уже я, когда с этим столкнулась, уже стала говорить, что в следующий раз я упаковку, когда стала делать, я говорю, это будет стоить денег, потому-то, потому что встречу он стоит денег, и вот за ним нужно сходить купить, ну и так далее. Вы должны это понимать. То есть нужно заранее заказчику об этом говорить, чтобы он уже имел представление, да. Но сейчас я, допустим, когда заказ отправляю, ну вообще и стоимость считаю, я изначально уже стараюсь закладывать эту стоимость в заказ, чтобы не вдаваться вот это вот там за то, а это потом отдельно за это не очень приятно. Ну, примерно вот короб для белья, если мы берем размеры 30 на 40 сантиметров и высотой там 60-70, примерно я включаю стоимость там 200 рублей. А сейчас, наверное, 300, потому что материалы подорожали. И вроде бы мелочь, да, но заказчик об этом не думает. Если это заказ большой, там это уже отдельно, я все равно это все объясняю, все расписываю и так далее и тому подобное. Там, когда они спрашивают, почему такая стоимость, я вам объясняю, там, создание формы, работа, материалы, упаковка и так далее, все это входит. Значит, когда я же сначала все это в картон оборачиваю. В общем, кое-как договорилась с этим менеджером. Говорю, это будет у меня не одна отправка. Заказ она просчитала, взвесила. Цена не очень меня приятно удивила. Я позвонила, написала заказчице. Она говорит, да, все нормально. Так прилично, все равно ощутимо было. Ну ладно. Заказ ушел. И потом, в общем-то, была неприятная ситуация. Немножко повредились короба при транспортировке. Конечно, я переживала. И, по-моему, в следующий раз, когда такое случилось, я даже один короб, что ли, переплетала или два. Я не помню точно. В общем, было дело такое. Помимо этих заказов я из компании СДЭК отправляла также уже и другие заказы, там, допустим, короба для белья. И опять через раз, через два они доходить стали с повреждением. Пускай они были не минимальные, но в самый последний раз
когда я отправляла уже вот этой заказчице свой крупный заказ, последний самый, там как будто якорь сверху бросили. То есть там я уже упаковала его там чуть ли не в 3 слоя картона с подложками, со всеми делами. Я знала, в какой компании я отправляю заказ. Я ее предупреждала, что я ничего переделать не буду, что это на ее страх и риск. Умоляла ее не пользоваться. Ну да ладно. Это ее было желание, потому что муж у них как-то с компанией был связан, и, видимо, там скидка у них была. Не знаю. Она еще какую-то курьерскую там службу, там есть такая возможность тоже с курьером доставлять все. Но это опять по финансовой возможности заказчика. Единственным плюсом, который был в этой транспортной компании СДЭК, я нашла. У них такая акция, ну не знаю, сейчас она действует или нет, были какие-то коробочки разных объемов. Значит, в зависимости от объема коробки и максимально допустимого веса за 300-400, там, например, рублей можно в любую точку России отправить по фиксированной цене. И я помню, бабушке я сплела своей корзинку такую с ручками для хранения хлеба, там, с чехлом. Ну и, в общем, всяких вкусняшек позаложила, купила. Дома я, конечно, все аккуратненько, все так, это все заложила, не стала запаковывать. Ну, как бы вот оно сверху все видно. Нет, я пришла в СДЭК, они меня заставили все это переворошить, подоставать. В общем, это все было неприятно. И все вот эти свои короба, там для белья остальные, я все паковала, где в СДЭКе. Ну, и также стрейчем мы потом с мужем приходили, и там уже на месте при помощи стрейча, чтобы это все быстрее происходило, мы их паковали. Это было неудобно. Если вдруг у вас есть, наоборот, положительный опыт работы со СДЭКом, пишите ваши комментарии. Если есть отрицательный опыт работы, тоже пишите. Это не нужно не мне. Ну, как бы интересно в любом случае будет почитать, но многие люди, которые пользуются именно этой компанией, она очень популярна у москвичей в этом направлении, да, в центральном регионе нашей страны, они прямо его почему-то любят. Ну, не знаю. В общем, пишите. Также есть других транспортные компании, допустим, деловые линии, там еще какие-то. Я звонила, читала на сайтах, все. Примерно цена у них одна и та же, и условия одни и те же, плюс-минус. Там где-то дороже, где-то чуть дешевле. В общем, страшноватенько. Итак. Спустя полгода я стала искать, я не стала искать, я вас обманула. Мне позвонила девушка, она меня сама разыскала, мастерица по плетению, тоже с Воронежа. Мы с ней стали общаться по телефону, и я говорю, как ты отправляешь свои изделия плетеные? Она говорит, я пользуюсь услугами курьерской службы ЕМС, это Почта России. Курьер приходит на дом, забирает посылку, сам ее, в общем, доводит до почты, и потом клиент получает также все это на руки с доставкой на дом. Я примерно по цене там у нее спросила, а если так, примерно сориентировалась, но решила попробовать, рискнуть. И, в общем, вызвала первый раз курьера. Единственное, что условие не очень удобное. Если вы сделали вызов курьера, вы должны находиться там в первой половине дня дома или во второй, то вы просто из дома не уйдете. Ну, это сплошное одно удобство. Курьер пришел, я по телефону перед этим, когда я его вызывала, с девушкой обговорила, с оператором, сколько это примерно будет стоить. Я уже все у нее выяснила. Вы можете и не вызывать курьера, а просто позадавать вопросы по поводу условий по упаковке. Она предложила мне, говорит, если вам нужна упаковка коробки таких-то размеров, у нас есть, имеется такая-то упаковка мягкая. Если она вам не нужна, вы можете запаковать все сами. Опять же, да, если это картон, никаких надписей не должно быть чисто. Если это там, допустим, встреч, то хорошо, все должно быть запаковано аккуратно по вашему там усмотрению. Окей. Пришел курьер, значит, у него были свои электронные весы, он подключился к моей розетке, у него был терминал для оплаты карт, также можно расплачиваться наличными.
ЕМС доставку, все расписал, принял и ушел. Через 2-3 дня Воронеж, Москва, доставка, все уже организовано из рук в руки моему заказчику. Через 3-й раз я поняла, что я перестала бояться этой доставки, я стала спокойно спать. Вот, потому что до этого я все вот эти дни тряслась, пока она дойдет с деком, это было ужасно. За долгий период, больше 3 лет работы с ЕМС доставкой, это курьерская служба, это же дочернее предприятие Почты России, я вам не пояснила. Она просто более бережно, так поняла, относится и работает не только на доставку по России, также международная доставка, ускоренная доставка. Также можно и отправлять какую-то корреспонденцию, допустим, заказные письма, документы и так далее. Вот. Здесь был, почему ЕМС, да, не просто какая-нибудь обычная доставка на Почту России, потому что я пошла, конечно же, думаю, мне нужно думать не только о себе, но и о заказчике. Пошла узнать цену, думаю, это же будет дешевле. Но доставка вроде пишет дешевле, а на тот момент нужно было покупать упаковку обязательно, так как у меня крупногабаритные изделия, там упаковки, ого, сколько надо купить фирменные. В общем, получалось одно и то же по цене, по стоимости, только мне нужно было взять свое изделие, сначала купить, пойти коробки на почту, потом же это все запаковать дома, опять отнести на почту, там отстоять в очереди. И, в общем-то, смысл мне это делать, когда я могу с легкостью все запаковать в другую упаковку, и ко мне еще курьер придет за эти же деньги. Если сравнивать ЕМС с ДЭК на тот момент, то цена была примерно такая же, даже, может быть, чуть меньше. И мои заказы доходили, как будто бы вот их вынесли из моей квартиры и до соседа донесли. Вот так было приятно. Единственный раз за это время до короб повредился, я уже об этом 2 раза точно рассказывала. Был неприятный инцидент, но я его переплетала. Заказчица не стала его принимать. Когда я курьеру принес, он был очень сильно искалечен. И просто он отправился ко мне, я его переплела и снова ей отправила. Все было в порядке. Но такое случается, конечно, вообще-то этого никто не застрахован. Это единичный случай. За короткий период, допустим, полгода работать с СДЭКом и там больше 3 лет работы с Почтой России, я однозначно выберу Почту России. Вот. По поводу отправки, то есть я вообще стала не встреч в один заматывать, и подложку уже перестала использовать. Почему? Если ваш короб должен повредиться от удара, то никакая картонка, никакие пупырчатые пленочки, там ничего это не спасет, поверьте мне. То есть смысл тратить на дополнительную упаковку средства нет никакого абсолютно. И, в общем-то, это стрейч, уголки. Ну, стрейч там я не в один раз, конечно, оборачиваю, несколько слоев. И, в принципе, этого достаточно. Вот и все. Еще забыла вам сказать, вот такие наклеечки я использую. Ну, я сама распечатываю небольшие вот такие на формате А4. Потом их вырезаю при помощи скотча. Ну, они примерно по одной высоте. Наклеиваю по 4 сторонам своих изделий. Дополнительно, если я отправляю ЕМС, то тогда я указываю, допустим, небольшую стоимость, ценность моей посылки. Ну, например, 5000 рублей стоит для заказчика изделие. Да? Я его отправляю, но указываю там 1000 рублей там, или 1500-2000 рублей. Чтобы, если что-то с ним случится, я потом не за бесплатно его переплетала. Ну, где-то так. Но чем больше вы указываете, тем больше идет надбавка. Опять эту стоимость вы можете увидеть и сравнить на сайте Почты России. Я вам это все наглядно чуть позже в ролике покажу. Когда я переехала в Воронежской области, вот сейчас я проживаю в сельской местности, это село, Аннинский район, ПГТ-Анна, это 100 километров от Воронежа. Здесь, конечно, никакой ЕМС доставки нет, курьер ко мне не приедет. Эта служба работает только в больших городах, и мне пришлось просто свои короба отвозить на почту. Также я оформляла эту доставку. Кстати, на почте можно взять бланки для заполнения дома. Вот я их заполняла, потом приезжала туда уже на место и быстренько сдавала все.
Вот. А заказчику уже, если он в большом городе, доставка осуществляется из рук в руки. А если вариант такой возможен, я живу в деревне там, и мой заказчик живет где-нибудь в деревне, то ЕМС доставка тоже, она ускоренно возможна, но из почты на почту. Мне на почту относить и заказчику с почты забирать. В последнее время требования Почты России при обычной отправке изменились. Я не знаю, у нас, по крайней мере, в Воронежской области точно. То есть я также запаковываю в свою упаковку. Сейчас я так делаю. Оплачиваю заказ, не выходя из дома, через сайт Почты России. Прихожу с трек-номером, который мне выходит на почту. Даю этот трек, даю свои изделия и все. И ухожу без очередей, без всего. Единственное, что здесь нужна оплата будет, да, предварительная. То есть это нужно обговаривать с заказчиком. Также возможна отправка изделия, ну, когда заказчик, допустим, после пересылки при получении будет оплачивать эту доставку, но я так ни разу не делала. Ничего не могу здесь сказать. То есть я всегда заказчика ему говорила: вот изделие мое готово, я ему фотографирую, говорю: так и так, вы мне высылаете остальную стоимость изделия, плюс пересылка. Пересылку, как я ее узнаю, сколько она будет стоить? Мое изделие готово, я его взвешиваю. Вот. Но у меня специальных весов нет, таких вот чувствительных, да, у меня есть обычные весы электронные. Я становлюсь сначала сама, потому что там больше 4, что ли, килограмм может только взвешивать. Потом становлюсь с корзины. Разница у меня получается, я примерно все это вижу. И ориентировочно уже также могу оператору позвонить, или через сайт очень легко все просчитаю и уже заказчику объявляю точную стоимость. Через сайт, если вы знаете точный вес посылки, там вплоть до копеек все можно рассчитать. Вы вводите пункт отправления и пункт получения и вес посылки. Все точная стоимость выходит. К тому же, если вы оплачиваете отправление посылки через сайт дома, это выходит намного дешевле, нежели вы будете отправлять его с почты. А так один раз у меня получилось. Я посчитала дома сама через сайт. Обычное отправление пришла на почту, а мне говорят больше. Ну, допустим, я заказчику уже объявила там 500 рублей, а я пришла, мне говорят 600 рублей или 650. Там разница такая нормальная, ощутимая получается. Итак, из того, что я вам тут сегодня честно говорила, следует: если у вас небольшое совсем изделие, да, габаритное, то его, конечно же, проще всего упаковать в какую-нибудь коробочку. Либо купить ее, пойти на почте, либо там в транспортной компании и аккуратно все запечатать, отправить, ничего не будет. Если у вас нестандартное какое-то изделие, ну, допустим, даже если это корзина с ручкой, да, но она может в коробку ни в какую не войти, то я рекомендую использовать стрейч, какую-то еще дополнительную вот эту подложку, упаковку, допустим, пупырчатую эту пленку или что-то еще, или самим из картона сооружать картонные коробки без опознавательных знаков и отправлять. Если у вас изделие очень большое, то вы его опять по той же технологии можете запаковать. Я опять не настаиваю, уточняю, не настаиваю на таком способе отправки, потому что я так привыкла. Но я делюсь своим опытом. Вот. И то, не дай бог, кто-нибудь воспримет, что вот Настя сказала, а вот это я вот считаю это неправильным, но это ваше мнение, и, конечно, я ни в коем случае не настаиваю. Делайте так, как вам удобно. Вот, и далее короба, то есть я вот большие все свои соединяю встречу. И при помощи деревянных уголков их фиксирую. Допустим, если это прямоугольные или их несколько штук, я там соединяю тем более. Это очень важно. Так, в принципе, все доходит хорошо. Я работаю с Почты России обычной отправкой и ЕМС. Заранее заказчику говорю, что есть выбор. Вот, и он просто это готов оплатить или нет. Ну, кому-то, может, удобно, чтобы ему на квартиру принесли. Не хочет он ходить на почту, может себе позволить. Далее я покажу вам
сниму видео с экрана, как зайти на сайт Почты России и рассчитать стоимость. Для тех, кто не умеет пользоваться гаджетами, дорогие мои женщины любимые, не пугайтесь. То есть, если вы решите просчитать даже ваш заказ, оставлю я в описании под видео ссылку на этот сайт на всякий случай и номер телефона Почты России. Вы можете позвонить и все по телефону, по бесплатному, вот телефон, бесплатный номер по России, можете узнать, все уточнить. Операторы всегда работают, если линия не загружена, всегда все вежливо отвечает, все хорошо. И я очень-очень довольна нашей Почтой России. Вот, могу вам ее с удовольствием рекомендовать. Итак, посылочка наша запакована, мы ее взвесили, знаем наш адрес отправления и адрес получателя, нашего заказчика. Переходим на сайт Почты России. Что мы здесь видим? Что написано сверху ЕМС «Курьерская служба Почты России». Отследить. Если у вас есть трек-номер, уже посылка отправлена и трек-номер присвоен, вы его отправляете заказчику и сами сможете его ввести вот в этом поле. Там нужно будет какое-то количество цифр ввести и, в общем-то, отследить, где сейчас посылка находится. Ну, например, она еще в пункте пребывания там ждет отправки. Она, если далекое отправление, она с одного пункта передвигается в другой. Вы видите, где она, в каком городе находится и так далее. Получил ли заказчик вашу посылку. Вся информация по любому отправлению. Также вы можете нажать «Вызвать курьера», узнать тарифы или стать клиентом. Чтобы узнать стоимость пересылки вашего заказа, нажимаем «Узнать тарифы». И сейчас нам предлагают ввести, откуда и куда будет, в общем, наша посылочка доставляться. Так, пишем, например, Воронеж. Нажали. Выбираем. Куда? Ну, не знаю куда. Давайте нажмем Магнитогорск. Там моя бабушка живет. И я отсюда родом. Магнитогорск. Вот Челябинская область, город Магнитогорск. Вес посылки. Ну, не знаю, 3 килограмма. Выбираем 3 килограмма. Смотрите, не 3 грамма, а 3 килограмма. Ну и все. Обычный способ доставки составит 3-5 дней. Стоимость 413 рублей 8 копеек. Если ускоренный вариант, то 2-4 дня. 831 рубль 60 копеек, а ЕМС доставка ускоренная 2-4 дня, 1421 рубль 40 копеек. В принципе, все написано. Да, не забываем, что ЕМС это курьерская служба доставки, а обычная и ускоренная это просто Почта России. И я сейчас хочу ваше внимание, во-первых, обратить там слово «не пугайтесь» от, написано 413, как сумма может поменяться. Если вы не будете никакие дополнительные услуги применять, то эта сумма не поменяется, она фиксированная. Вот здесь, где напротив веса посылки, можно указать ее и ценность. Например, сейчас вы обратите внимание, стоимость обычной доставки 413 рублей 8 копеек. Я указываю ценность посылки, допустим, 1000 рублей, и у меня уже 453 рубля 76 копеек, то есть где-то на 40 рублей 70 копеек подорожала стоимость доставки. Если я выберу 2000 рублей, то еще больше. На 80 с лишним рублей получается доставка. Вот я убираю ценность посылки. Все остается все по-прежнему, нажимаю на ЕМС. Допустим, я хочу выбрать ЕМС доставку. И вот сейчас я могу наблюдать, и вы вместе со мной, что появился такой флажок. В данных населенных пунктах курьерская доставка не осуществляется. К сожалению, я могу констатировать тот факт, что сейчас курьерская служба не работает. Буквально несколько дней назад, когда я для заказчицы делала скриншоты, показать ей, что она может выбрать там ускоренный или обычный способ доставки. В общем-то, все работало. Я не знаю, с чем это связано. В общем-то, может быть, с нашим положением страны, со всей ситуацией. Не будем это обсуждать, больная тема. Вот.
Поэтому отправка, в принципе, возможна, но получать так же, как и обычную посылку, вам придется с почты на почту. Единственное, что сократится время пересылки. Не 3-5 дней, а там 2-4 дня. Если следует посылка еще дальше, там Владивосток можно подставить, то это будет ощутимо. В принципе, разницы никакой. Так, раз курьерская служба не работает, нам вообще уже не принципиально. Выбираем обычную доставку. И нажимаем «Продолжить». Когда мы нажали на «Продолжить», нам нужно ввести все данные отправителя, фамилию, имя, отчество, точный адрес, телефон. Мы можем дополнительно СМС-уведомление включить. Эта стоимость составляла несколько дней назад 10 рублей для заказчика и для получателя. Можно ее для всех, допустим, отдельно включить, да, вот, или для одного из нас включить. В общем-то, это дополнительная тоже стоимость, можно это не подключать. Что это дает? СМС-уведомление. Вам на номер телефона будет приходить сообщение, что посылочка вот принята почтой для отправления. Она находится в таком-то, таком-то пункте. Она пришла в этот пункт. Там вы можете получить, она уже готова для вашего получения и так далее. Мне придет сообщение, что заказчик получил посылку. В общем, все. Вам не нужно будет заходить специально на сайт по трек-номеру, а вам будет приходить сообщение. Но это очень удобно. Также здесь можно поставить дополнительно отметки, допустим, «Осторожно». Сразу видите, стоимость изменится. Так, сейчас она составляет 413,08. Нажимаем отметку «Осторожно», 537 рублей. Вот. Опись сложения невозможно. Горит, видите, неактивная надпись. Ну, а те, что активные, так они возможны. Все. Способ оплаты. Можно оплатить онлайн в отделении связи. То есть вам вы дальше, когда нажмете на «Продолжить», там у вас появится трек-номер, вы его перепишете. И когда пойдете в отделение связи сдавать вашу посылку, назовете трек-номер, и вам скажут, какую сумму нужно оплатить. Или получателям, то получатель при получении это сделает, оплатит стоимость пересылки. В общем-то, онлайн я всегда это делаю. Мне выдают трек-номер. Я прихожу, просто даю этот номер в отделении почты и сдаю посылку. Все, ухожу без очередей, должны вас принять. Все как в лучших домах Лондона и Парижа, как говорится. Но я надеюсь, вам тут все понятно. Сейчас я, в общем-то, с вами уже прощаюсь. Если остались вопросы, пишите комментарии, номер телефона, по которым вы можете узнать стоимость пересылки ЕМС или просто отдельно Почты России, да, я прикреплю в описании под видео. Переходите все туда. И уже до новых встреч. Пока-пока.